Представители знака зодиака Рыбы. Мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Второй расклад, цыганский пасьянс. Юпитер в Близнецах с 26 мая 2024 года по май 2025. Юпитер, мы знаем, это планета удачи, возможностей. Но еще и не стоит забывать, что Юпитер в первую очередь провластная планета, когда мы организуем свою жизнь. И с учетом того, что Юпитер будет находиться в созвездии Близнецов с 27 уже буквально мая 2024 года, это новые возможности как раз организовать свою жизнь как-то совершенно по-новому. Каждый год Юпитер меняет знак, и до 26-го это были у нас Телец, знак Тельца, и вы можете вспомнить, если мы говорим 12-летний цикл, что было с вашей жизнью 12 лет тому назад? Каков был для вас 2012 год? Что для вас было наиболее актуальным? Или в какой сфере жизни у вас происходили перемены? Вполне вероятно, на какой-то новый уровень или как новую ступень, новую концепцию, продолжение того или иного вопроса вы будете отстраивать и за этот год тоже. И близнецы – это у нас коммуникация, это много информации, сами по себе контакты, много людей, много новых людей, поездки, переезды куда-то далеко, торговля и вопросы, связанные с документами или оформлением важных документов. И Юпитер приглашает нас сделать наше намерение конкретной реализацией в нашей материальной жизни – чего не поддерживает Юпитер в Близнецах и говорит нам, что время ожидания закончилось, хватит раскачиваться, пора приступать к действиям. И он благоволит к тем, кто в первую очередь готов помочь самому себе, то есть готов решиться на какие-то активные действия или решиться менять свою жизнь, мои дорогие рыбы и рыбки. И для вас это 4-й дом гороскопа. Юпитер в секторе дома. И вопросы семьи, решение хозяйственных вопросов, ситуаций. Или это могут быть отношения для некоторых из вас, когда вы решите уехать от родителей и со своим избранником или избранницей пожить вместе, попробовать, как пройдет притирка характеров, мои дорогие рыбы и рыбки. Нам не говорят, кстати, планеты, что это будет сразу же как-то оформлено. Но нет, вот попробовать проживать вместе, как раз вы можете на себя это примерить. Или это может быть как желание начать самостоятельную жизнь. И я тоже уезжаю. Поэтому для вас вот в этом контексте тоже может проиграться, помимо того, что у вас это происходит в 4-м доме, так еще и Юпитер в Близнецах тоже сопряжен, как я уже сказала, с переездом. Так вот, вам за весь этот период года противопоказаны категорически внутренние сомнения, какая-то глубокая ненужная философия, внутренние тревоги, страхи. Все это вас приводит, знаете, во-первых, стопорить может, во-вторых, сколько ты там чего-то не передумывай, бывает такое, что да, мы с чем-то не согласны, но нет смысла что-то продолжать. Жизнь, она идет вперед и диктует какие-то новые события, новые правила. А если мы начнем долго горевать или начинаем ожидать, вот мы сказали про ожидание, здесь может все свестись к тому, что либо мы потеряем время, либо своего рода как саморазрушение. Вот не сомневайтесь в себе, мои дорогие рыбы и рыбки, для вас эта концепция, она как номер один. Решайтесь на что-то, а дальше будет видно. Когда Юпитер войдет уже в созвездие Близнецов, для вас Венера и Солнце пройдут одновременно там же. И путешествие, переезд, как я сказала, организация своей сферы интересов, нового направления в изучении наук. Или кто-то переключится на изучение как навыков, скиллов, с желанием изменить вид занятости вообще. Идея дома, семьи, в конечном итоге все то, что мы сможем свести к слову стабильность, будет поддержано. Поиск более просторного жилья для кого-то и так может, для людей семейных, проиграться, когда есть уже дети, может быть, когда вам захочется улучшить свои жилищные условия, или людей, с которыми вы чувствуете себя наиболее комфортно будете. Активный период продвигать
какие-то свои новые интересы или что-либо изучать, исследовать мир. Поэтому нам помогают буквально путешествия. И есть еще такой момент, когда, мои дорогие рыбы и рыбки, июль и август, вот эти 2 месяца, когда может произойти своего рода для вас смена жизненных этапов. И если вы смотрите мое видео раньше, то скорее на июль-август будут приняты вами какие-то важные решения. Сильное может быть в этот период эмоциональное напряжение, но помните, что вот в эти 2 месяца вы можете решить какую-то долгую задачу, которая длилась слишком долго, или к чему вы не могли приступить, или на что-то решиться. Так вот здесь одним махом вы можете решить сразу несколько вопросов. Это будет тот период, когда несколько дорог в вашей судьбе сойдутся в одной точке, и что-то будет совершенно ясно. Понятно, что действовать нам придется самим, но разобраться с какой-то, знаете, как запутанная ситуация, или принять Соломоново решение, в чем-то поставить точку. Вот прекрасная возможность. Давайте мы узнаем на цыганском пасьянсе, что же нам подскажут карты пасьянса, и достанем несколько карт Таро. Итак, я смотрю, и вы смотрите тоже, если я какое-то значение не увидела. Вопросы финансов, деньги на повестке дня, на повестке года, точнее, будут. Для кого-то из вас это может быть, кстати, рядом меч, ссора из-за денег. Или какая-то была ссора из-за денег, и вам придется новую финансовую концепцию отстроить. Или держать в фокусе внимания ваши заработки, ваш доход. Для кого-то из вас побудительный мотив, увы, но правда, я надеюсь, для небольшого количества, может быть, 1-2, но нужно услышать, когда вас не устраивало или ваше благополучие, или распределение денег в вашей семье, или, ну, есть еще что-то, что в конечном итоге сводится к деньгам. И могла произойти какая-то неприятная ситуация, которая запала в душу, и она-то и может послужить тем катализатором, когда вы решите жить один или одна. Для тех, вот, к примеру, кто живет с родителями, и вы можете принять во внимание, что ну все, я уже как бы вырос или выросла, и надо мне теперь жить именно в согласии с собственными ритмами. А для кого-то эта ситуация может проиграться таким образом, что вы захотите изучать что-то новое, потому что тоже захотите изменить статус собственный или статус своего благополучия, быть более ресурсным в плане денег. Но вас радует радость, венок выпадает, и поэтому так или иначе финансовую ситуацию вы сумеете как-то преломить. Или решить, или найти способы заработка, или новые возможности, или пойдете куда-то обучаться. Все то, что я говорила до карт, мои дорогие, для вас это будет очень актуально. Идем дальше. Раз есть радость, стало быть, есть и новые возможности. И нам выпадает еще спокойное течение жизни. Значит, с чем-то вы или с кем-то вы определяетесь. Выбираете новое направление, которое вас будет радовать. И самое главное, ведь в нашей жизни заниматься тем, что нам нравится, а не то, что мы делаем где-то из-под палки или вынужденно. И кто-то из вас действительно уедет, кто-то уедет далеко. Переезд может быть сопряжен с изучением, как я уже говорила, языков. Кто-то, может быть, и не очень далеко, но дорога вот как раз она и говорит о новом жизненном пути. И посмотрите, спокойное течение жизни, солнце, карта радости, счастья, удачи, осуществление какого-то проекта. Тут самое главное, свой какой-то проект, знаете, это как траекторию, жизненный фарватер для вас в течение вот этого года определить. И если прежде вы, ну вот где-то из нуля в рогожечку по финансам были, или не могли определиться с видом своей занятости, вот за этот год, да даже раньше, я бы сказала, вот как эти 2 месяца, июль-август, это уже может быть своеобразный старт. И вы, мои дорогие рыбы и рыбки, поймете, что вы сделали очень правильный вывод в своей жизни. Потому что все меняется. Радость. Посмотрите по нарастающей.
когда исполняются наши желания, мечты. Пусть и спокойное течение жизни, но как будто это для многих из вас даже не в том месте, где вы находитесь. Для кого-то может проиграться как работа, связанная с командировками, и все же я вижу, посмотрите, солнце и домашний очаг или костер. Это как раз и есть наша либо семья, либо место проживания, где мы чувствуем себя защищенными, раз, где мы чувствуем себя комфортно, можем прийти и восстановить силы, привести мысли в порядок, два, и это где-то еще и близкие люди, с которыми нам хорошо, три. Шикарно. И еще и выпадает победа, флаг. Тут два значения в этом триплете, как и дорога, которая практически к какой-то победе. Мои дорогие рыбы и рыбки, правда. И вот смотрите, если вы куда-то уедете, вы ведь не вернетесь. Вы в чем-то поставите точку, правда, вы определитесь от начала до конца. На какой-то энный период жизни, но явно не на несколько месяцев. Потому что вот она дорога и закрытый путь. Спокойное течение жизни. Вы найдете свое место безопасности, место комфорта, уюта, там, где вам хорошо, там, где вам спокойно. И если это вопросы касаются финансов, значит, разберетесь, откуда ко мне будут приходить деньги. И если это касается вопросов ваших профессиональных достижений или новых изучений, то вы в этом тоже наведете порядок. Давайте мы с вами узнаем на картах Таро, в какую же сторону направляют вас высшие силы. Выпала карта, две выпала карта. Вот по пятерке мечей, это, знаете, когда мы признаем свои ошибки. Мы понимаем, что мы в чем-то ошибались прежде. И это очень важно. Во-первых, признать свои ошибки – это на будущее тоже имеет значение. Почему? Мы не ищем виноватых. Мы не думаем, что обстоятельства нам как-то не сложились. Или человек там себя, мы надеялись на него, и человек виноват в том, что он нас подвел. А нет, мы тут по-другому мыслим. Мы думаем, ага, это я лучше думала о тех людях или думал, которые в последующем мне поставили подножку. Или которые... может быть, и были где-то в моем ближайшем окружении, но я-то на них надеялся или думал о них. Я помогал кому-то, а в результате получил вот такую обратку. Но мы можем сталкиваться или ошибаться еще 100 раз наперед. И поэтому очень важно уметь правильно проанализировать собственные ошибки, чтобы идти дальше. Мы понимаем, что да, это мы где-то лопухнулись, извините, и значит мы вторично не повторим эту ошибку. И это уже где-то начало сильной позиции, это начало самодостаточности. Уход как от собственных ошибок и их признания, так и уход от разочарований. Посмотрите, в этой колоде карт, это колода ангелов, два ангела поддерживают вас и как будто успокаивают. Если была какая-то утрата, вот по этой карте у кого-то проиграется конкретно потеря, то теперь это уже не важно. Оставь прошлое прошлому. Этот период тебя закалил и помог правильно увидеть или правильно ориентироваться в какой-то ситуации, обстановке, даже если вокруг тебя обстоятельства непреодолимой силы. Ну, для кого-то это может быть важно услышать. Давайте, куда же, в какое направление? Я все же сама достану карту. Вас направляют высшие силы. К чему? Или что для вас будет важно? Вот в этот период года. Ну, вот она сама по себе трансформация. Ангел опять же берет за руку, я, надеюсь, это видно, и уводит из того места, где скоро будет башня разрушена. Вот какое-то очень важное решение. В течение, я бы даже сказала, возможно, не года, а поближе. Июнь, июль, август вы можете принять. Время идет как будто. И есть такое значение по этой карте, когда мы успеваем запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Это карта освобождения в этой колоде. Трансформация действительно. Давайте мы спросим, в какую сферу высшей силы видят вашу трансформацию, чего это касается. А вы знаете, четверка жезлов – это праздник после победы. Это когда баланс во всех сферах жизни, когда я счастлив.
или счастливо. И когда и личная жизнь, профессиональные успехи, и обучение, как новые берега, как новые возможности, так еще и, поскольку мы можем себе позволить этот праздник, так есть еще и финансовая составляющая. Это вообще карта якоря, когда мы очень уверенно смотрим в будущее. Хорошо, давайте мы спросим, от чего вы откажетесь сами, мои дорогие рыбы и рыбки? Что для вас перестанет быть важным, существенным, как видят это карты? А вот от какой-то рутины вы могли многим помогать. Вы очень добрые люди. Ну, можно довести до белого коленя и доброго самого, и терпеливого. И, может быть, вот вас, кстати, кто-то довел. Ну, по крайней мере, для некоторых из вас я вполне могу это предположить. Десятка жезлов. Девушка буквально упала на стол. Наверное, она уже не видит для себя продолжения от горы посуды, которая никогда не скончается, от каких-то многозадачных периодов ее жизни, когда ей приходится делать ту работу, которую или может сделать кто-то другой, или когда эта работа отнимает все время, а я не могу даже увидеть то, что для меня важно. У меня нет времени подумать о самом себе. И вам захочется уйти буквально, либо поменять место жительства. Опять же, да, вот карты где-то дополняют те моменты, которые я говорила по планетам. И для вас это будет актуально. И сконцентрироваться только на том, что будет лично важно вам, а не кому-то. Кто-то пересмотрит из вас свою помощь и скажет нет. Либо, если не может как-то переубедить, или тут ведь разные могут быть ситуации, тогда вы просто захотите уехать. У кого-то побудительный мотив, что мне надоело тратить время свое личное как-то впустую. Я вижу для себя совершенно другие перспективы. Что вам будет помогать? Хорошее настроение. У вас будет человек, который с вами на одной волне. В каком плане? По рыцарю кубков это приятные эмоции, это те люди, которые нас любят, это есть все равно человек, для кого-то любовная история, который вас вдохновляет или с которым вам приятно общение, с кем вам хочется встречаться или что-то обсуждать. Нам не говорит карта о том, что эти отношения будут надежной, продолжительной. Карта больше говорит о том, что тебе дан человек для того, чтобы ты где-то мог расслабиться, для того, чтобы ты мог больше эмпатии, как и передать человеку, так и он взамен тебе. Это карта романтики и карта вдохновения, карта добрых эмоций, которые нам действительно помогают, и где-то оптимизм. Давайте мы узнаем, как изменится ваша жизнь, мои дорогие рыбы и рыбки. Достанем одну карту. Вот нечего добавить, правда. 13-й старший аркан. И в этой колоде карт нам говорят «отпускай». Все, одно слово. Больше нет ничего. Отпускай прошлое. Дай ему оттолкнуться, завершиться, уйти. Закрой в эту дверь. Не удерживать то, что пытается, может быть, само уже уйти от тебя. Не повторяй какую-то прежнюю ошибку, мои дорогие. Это будет важно. Не включайся в те вопросы, которые для тебя не служат ни продолжением, ни прогрессом, нет там твоих интересов, а есть какая-то рутина. Ведь это карта завершения, трансформации и свободы. Как изменится ваша жизнь? От начала до конца посмотрите, у вас два старших аркана и очень серьезных. И первый у нас, как ангелы вас ведут в нужном направлении. Есть тот человек, который вам готов помогать, или есть с кем-то очень позитивный контакт, понимаете? И пусть это даже один человек, это уже немало в наше сложное время. И вам осталось просто для себя правильно расставить приоритеты. И это будет означать как и свободу, как и новые интересы к жизни в новых красках и новые возможности, которые у вас на пороге. И все же с учетом планетарных моментов многих, я вижу, мои дорогие рыбы и рыбки, что это больше период июнь, июль, август, ну, может быть, еще и где-то осень. Вы вот за этот период с чем-то определяетесь, а дальше вы будете, как базу какую-то строить или для себя уже определившись,
что-то либо создавать, либо продолжать, либо выстраивать новый фарватер собственной жизни. Вот такой для вас Юпитер в Близнецах. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, будьте счастливы, будьте любимы всегда.